Приветствую вас, друзья! В этом видео расскажу, как установить среду разработки CodeAssist на Raspberry. У меня завалялась вот такая плата с одного из проектов. Ну и душа экспериментатора захотела это сделать. Значит, нам понадобится сама плата. Понадобится Raspberry Pi OS. То есть я поставил версию Lite. Скачиваете образ с помощью программы Win32 Disk. Записываете на SD-карту. Собственно, на этом настройка Raspberry, установка ПО оканчивается. Подключаете Raspberry. Необходимо подключить к этой плате монитор и клавиатуру для того, чтобы включить SSH протокол. Дальше все настройки можно делать через терминал. То есть делается это следующим образом. Вбиваете команду sudo. Так, она у меня, наверное, есть. Sudo Raspberry config. В интерфейс Options включаете SSH протокол. Также можно включить все другие интерфейсы, которые вам необходимы, то есть которые вы планируете использовать. Можно также обновить. Все, на этом настройка самого Raspberry заканчивается. Пароль, логин PI, пароль Raspberry по умолчанию. Так, посмотрим, какой у нас IP-адрес. То есть мы видим, что вот на порту наш IP-адрес 10.10.10.14. Далее нам понадобится дистрибутив программы CodeAssist. CodeAssist версия 3.5, Service Pack 17. Скачивайте его в Store. Вот, я установил себе 32-битную версию. Процедуру показывать не буду. После установки у вас появится такой пункт, называется CodeAssist Installer. Вот он у меня запущен. Вот, через него мы можем установить дополнительные компоненты, которые нам нужны. А нам понадобится именно... Так, переходим в Browse. Набираем. Понадобится библиотека для Raspberry. Raspberry. Вот эта библиотека. У меня установлена версия 4.1.0. Нажмете кнопочку Install, и она установится. Ну, либо же, кто любит классический, можете скачать библиотеку и в самой программе CodeAssist, инструменты, менеджер пакетов, установить эту библиотеку вручную. Вот так это делается. Нажимаете кнопку «Установить», выбираете библиотеку и нажимаете «Открыть», и она установится. Дополнительно она у вас может запросить Gateway for Linux. То есть его тоже надо будет тогда скачать и поставить предварительно. Дальнейшие наши действия. Значит, библиотека Raspberry в демо-режиме, то есть ее необходимо приобретать, но в демо-режиме она работает 2 часа, и что в принципе вполне достаточно. Вот сейчас мы видим на экране уже готовый проект, сейчас мы его попробуем повторить. Для этого что мы сделаем? Так, проект у меня сохранен, мы создадим новый проект. Создаем новый проект. Стандартный проект.
Выбираем язык. Ну, мне нравится CFC, например. Выбираем Raspberry Pi SL. Если выбор будет неверный, там легко поменять. Нажимаем ОК. Создается проект. После того, как вы установили пакет Raspberry, у вас появится вкладка. Вот она, Raspberry Pi. Сейчас пока пакет собирается. Давайте я сейчас удалю, значит, удалю из Raspberry этот пакет и установлю заново. Так, username PI, password Raspberry, IP-адрес вот мы знаем. Ну, либо можете нажать scan, если у вас все с сетью нормально, то он найдется. Так, на текущий момент у меня сейчас CodeAssist запущена. Можем посмотреть вот таким образом. Вот так удобнее будет, наверное. Так, CodeAssist установлена, запущена. Удалим ее. Вот есть кнопочка Remove. Удаляем. Все, 0 ошибок, 10 сообщений. Удаляется, все, удалилось. Но теперь необходимо сделать следующую вещь, потому что был создан пользователь на Raspberry. Необходимо стереть настройки, которые там были. Ну, это вот в моем случае, да? В вашем случае это не надо будет. Запускаем Total Commander, Middle Commander. CodeAssist хранит свои настройки в папке. Ну, это еще помогает, если вы забыли пароль или что-то, не можете получить доступ. Вот, полностью удаляем папку CodeAssist. Что такое? Что не так? F7. Так, посмотрим. Какой-то из процессов, наверное, остался активный. Да, это вот, наверное, он и есть. Нет, нет. Ну ладно, фокус не получился. Так, секундочку. Сейчас все-таки я попробую удалить. F8. Все, сори, не ту кнопку нажимал. F8 удалили. Теперь у нас, значит, никаких настроек нету в самом контроллере. Устанавливаем. Нажимаем кнопку Install. Так, 0 ошибок, 0 сообщений. Ну вот процесс идет. Ошибок нет, значит все у нас хорошо. Так, вот еще вот вылезло окошечко. То есть это выбор контроллера, да? Ну, у меня мультипроцессорный, я выбираю мультикор. Все, таргет установился. Переходим на вкладку устройства. Нажимаем вот наш CodeAssist Control, наш девайс, и пытаемся установить с ним связь. Нажимаем сканировать сеть. Вот он у нас появился. Окей. Теперь он предлагает создать нового пользователя. Не стоит путать этого пользователя с учетными записями самого Raspberry. Это пользователь CodeAssist, под которым мы, собственно, будем заходить
в Raspberry с кодой sys. Ну, пускай это будет админ. Пароль сделаем Raspberry. Ой, пароль Raspberry. Окей, нажимаем ОК, выходит окно с запросом пароля, куда мы вводим теперь админ и наш новый пароль. При этом замечу, что для входа так пишет выбрано устройство, да, значит устройство у нас другое, нажимаем обновить, подходит вот этот пакет. Подходит этот пакет. Повторяем процедуру. Пользователя мы уже создали. Дальше окно не будет выходить. Вводим админ и пароль. Вновь созданный пароль. Нажимаем ОК. Не отвечает. Пробуем еще раз. Админ. Все, связь есть. Загорелся зеленый индикатор. Ну, можем сразу добавить, значит, сетевой интерфейс. Я добавлю Ethernet адаптер, потому что буду опрашивать. У меня есть в сети овенский модуль ввода-вывода. Я буду его опрашивать. На Ethernet мы добавим Modbus Master, Modbus TCP Master. То есть, потому что мы будем опрашивать это устройство по протоколу Modbus TCP. Нажимаем добавить. Далее выбираем Modbus TCP Master. Вот здесь у меня есть список слоев устройств, но их также надо предварительно установить через инструменты, библиотеки, то есть менеджер пакетов, скачать с сайта Oven библиотеку устройств, ссылочки я оставлю, и также добавить, это вот у нас файл mx210. Так, у меня модуль MK210-302, добавляю устройство. Так, следующим этапом, у Ethernet модуля нужно задать конфигурацию IP. Ну, у меня в сети устройства получают IP-адрес через DHCP, поэтому я просто выберу интерфейс, через который я буду работать. Вот мои сетевые настройки. Все. В конфигурации Modbus Master рекомендую поставить автоподключение, тайм-аут, ну, 1 секунда вполне нормально. В модуле MK необходимо выбрать, добавить его IP-адрес и его ID. То есть IP-адрес вот с помощью конфигуратора мы также подключаем, скачиваем с сайта компании Oven, не буду вдаваться в подробности. Вот наш IP-адрес. ID первый у нас, да, Modbus Slave, да, адрес slave единица. Вбиваем его настроечки 10, 10, 10, 200. Все, порт ничего не меняем. Так, можем проверить сразу, скомпилировать проект на ошибки. Ошибок нет. Ну, отлично. Можем залить проект в контроллер.
Да, он предлагает создать application. Нажимаем «Да». Все, программа загрузилась, ошибок нет. Контроллер в режиме стоп. Запускаем его. И что мы видим? Все горит зеленым, обмен данными идет. Можно посмотреть состояние входов. Вот у меня на втором входе единица. Что еще? CodeAssist поддерживает веб-визуализацию, то есть мы можем добавить в application визуализацию, добавление объекта, визуализация, добавить. Давайте сделаем небольшой маленький проектик сразу. Пощелкаем выходом на модули ввода-вывода. Так, пока программа конфигурируется, можем посмотреть. Так, вот мы видим наши запущенные процессы. CodeAssist. Касательно веб-визуализации, сейчас мы посмотрим, на каком порту она заработает. Так, все, визуализация есть. Ну, давайте добавим прямоугольничек. Сделаем прямоугольничек. И напишем небольшую программку. Ну, так, проверить, да. Создадим переменную. Назовем ее do1. Тип булевый. Окей. И создадим переменную статус do1. Так, на вкладке нашего модуля сделаем соотнесение. То есть есть у нас выхода, битовая маска, чтение. Это у нас будет как раз состояние входа, переменная статус. Applications. Вот, статус OK. Писать мы будем в DO, переменную DO1. Так, давайте сделаем, наверное, вот такой прямоугольничек, наверное, и добавим еще один. Собственно, он и будет у нас, наверное, кнопочкой. Так, в свойствах, значит, что мы создадим? Так, нормальный цвет рамки, цвет заливки, сделаем его зеленым. Зеленым. Так, в конфигурацию ввода, значит, на переключение мы назначим переменную do1. То есть нажатием кнопки мы будем изменять состояние переменной do1. Так, а на цвет, так, текстовые переменные цвета, мы добавим переменную статус do1, то есть будем видеть реакцию. Все, наша программа простейшая готова. Загружаем ее в контроллер. Посмотрим, что получилось. Переводим контроллер в режим старт. Попробуем отсюда. Ну, переменная реагирует.
Посмотрим. Вот сюда перенесем наши переменные, чтобы мы могли видеть. Вот мы видим при нажатии на прямоугольник у нас выход переходит в состояние true, и его статус тоже переходит в состояние true. Теперь касательно веб-визуализации. Не помню, на каком порту. Так. Код DCIS на порту 8080. Он слушает веб-визуализацию, да? Наша слушается. Давайте попробуем 10, 10, 10, 14. Порт 8080. Ну, где-то это можно поменять. Я думаю, разберетесь. Вот, пожалуйста. Все. Вот такой небольшой проект. Такой вот. Я думаю, принесет многим экспериментаторам полезные знания в голову.